Слово «хурма» пришло из персидского языка «фарси». Там хурму называли хармалю, что переводится словосочетанием «финиковая слива». На фарси хорма – это финик, алю – это слива, вероятно, потому что в вяленом виде вкусы финика и хурмы были похожи. Хурма попала в Европу только в позапрошлом веке, но до этого ее на протяжении 2000 лет культивировали в Китае и Японии. С ее помощью заживляли раны, снимали воспаление и жар, излечивали кожные заболевания, выгоняли гельминтов, восстанавливали зрение и нормализовали работу ЖКТ. Сегодня хурма рассматривается как перспективный продукт для лечения атеросклероза, заболеваний сердца и многого другого. В этом видео мы рассмотрим 10 секретов пользы хурмы, а также в каких случаях она может навредить здоровью. Как всегда, самое интересное будет в конце ролика. Подпишитесь на канал, чтобы не потерять это суперполезное видео, и мы начнем. Секрет номер 1. Богатство антиоксидантов против онкологии. Хурма – настоящий кладезь антиоксидантов, таких как витамин С и А, которые помогают бороться с свободными радикалами, укрепляя иммунитет и замедляя процессы старения. В ряде научных работ были подтверждены антиоксидантные свойства хурмы, проявляющиеся благодаря большому количеству флавоноидов, а также антипролиферативный эффект. Последний заключается в том, что за счет подавления синтеза протеинов и РНК тормозится рост клеток, что потенциально может стать основой методов борьбы с онкологическими заболеваниями. Полифенолы хурмы способны бороться с рядом мутагенов, канцерогенные, радиоактивные и ядовитые вещества, которые вызывают патологические изменения генов и ДНК. Также с помощью приема хурмы можно легко и с удовольствием восстанавливать дефицит йода. Секрет номер 2. Улучшение пищеварения. Содержащаяся в хурме клетчатка и фруктоза способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, облегчая пищеварение и предотвращая запоры. Секрет номер 3. Снижение артериального давления. Калий в хурме играет важную роль в поддержании нормального уровня давления, способствуя здоровью сердечно-сосудистой системы. Рецепт от гипертонии. Спелый плод хурмы перемалывается с помощью блендера в желеобразную массу и смешивается с мелко нарезанным корнем имбиря 10 грамм, лимонным соком от 1 дольки и медом в количестве 1 столовой ложки. Смесь принимается трижды в день по 10 мл. Секрет номер 4. Поддержка зрения. Богатый содержанием витамина И, хурма способствует сохранению зрения, укрепляя роговицу и предотвращая возможные проблемы со зрением. Секрет номер 5. Укрепление костей. Хурма содержит минералы, такие как магний, фосфор и кальций, способствующие укреплению костей и предотвращению остеопороза. Секрет номер 6. Контроль веса. Низкое содержание калорий и наличие клетчатки в хурме делают ее отличным угощением для тех, кто следит за весом и стремится к построению стройной фигуры. Однако диетологи советуют исключать хурму из программ активного снижения массы тела при ожирении. В хурме на 100 граммов продукта содержится примерно 70 килокалорий, в некоторых сортах этот показатель находится на уровне 120-130 килокалорий. Хотя эта ягода и не рекордсмен по калорийности среди экзотических для нашей страны плодов. Например, в банане около 90 килокалорий, в ней содержится много сахара, из-за которого ее также выводят из рациона при сахарном диабете. Секрет номер 7. Поддержка сердечного здоровья. Регулярное употребление хурмы снижает уровень холестерина в крови, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время особый интерес медиков вызывает способность хурмы снижать риски развития сердечных заболеваний. В частности, доктор Шелла Горенштейн призвала включать хурму в диеты, призванные препятствовать развитию атеросклероза. Секрет номер 8. Противовоспалительные свойства. Флавоноиды и фенолы в хурме обладают противовоспалительными свойствами, способствуя снижению воспаления в организме. Секрет номер 9. Регуляция уровня сахара в крови.
Хурма имеет низкий гликемический индекс, что означает, что ее углеводы постепенно и равномерно усваиваются организмом. Это способствует уровню сахара в крови подниматься медленно, предотвращая резкие скачки глюкозы, что полезно для людей с диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию. Секрет номер 10. Антистрессовый эффект. Магний в хурме помогает снять стресс и улучшить настроение, создавая ощущение расслабления. Хурма, благодаря нафтохинонам, обладает выраженным успокаивающим действием, обуславливающим уменьшение раздражительности и тревожности. Гипногенный эффект хурмы проявляется в том, что любители этой ягоды быстрее и легче засыпают, дольше и крепче спят, у них реже фиксируются спонтанные пробуждения. Поэтому включение хурмы в рацион потенциально может помочь людям, страдающим от бессонницы. Опасность, вред и противопоказания хурмы. Высокая концентрация танина в хурме, которая особенно характерна для незрелых плодов, и большое количество растительных волокон делают эту ягоду опасной для людей со спаечной болезнью кишечника и людей, в недавнем прошлом перенесших операцию на органах брюшной полости. Поскольку таниновые кислоты, частично сохраняющиеся даже в зрелых плодах, снижают секрецию тонкого кишечника и ухудшают перистальтику, даже у здоровых людей, детям с запорами не следует давать хурму ни в каком виде. Из-за обилия сахаров хурма противопоказана и диабетикам. Вяжущие дубильные свойства танинов в сочетании с обилием клетчатки в хурме потенциально могут угрожать возникновением в органах пищеварения безарового камня, образованного из сваленных в комок растительных волокон, и, как следствие, к язвенным образованиям. Несмотря на то, что фитобизаар у людей – явление малораспространенное, до начала 90-х годов XX века в литературе было описано несколько сотен случаев образования безааровых камней разного происхождения, и люди вообще редко выбирают для еды недозревшие плоды. Риски столкнуться с этой проблемой вследствие употребления хурмы сравнительно невелики, хотя и сохраняются. Так, существуют свидетельства образования фитобизааров при длительном употреблении хурмы как у детей, так и у взрослых. Кроме того, к образованию безаарового камня может привести большое количество хурмы, съеденное за короткий промежуток времени. В 2017 году СМИ сообщали о москвичке, в желудке которой образовался комок из волокон размером с кулак после съеденных 1,5 килограммов плодов. Врачи подчеркивают, что в группе риска оказываются женщины после 40 лет, в организме которых, в связи со снижением количества эстрогена, вырабатывается меньше пищеварительных ферментов. Еще одну угрозу от употребления хурмы связывают с наличием в ягодах йода, при избыточном поступлении которого в организм, например, при самолечении и передозировке йод-содержащих препаратов, может возникнуть хроническое воспаление и гиперфункция щитовидной железы. Избыток йода опаснее его нехватки, однако в нашей стране чаще встречается дефицит йода, от которого особенно страдают женщины в период беременности и дети. Сколько хурмы безопасно съедать в день? Хотя хурма является полезным и питательным фруктом, важно помнить о разумном употреблении, так как слишком большое количество может вызвать определенные проблемы. Обычно рекомендуется употреблять хурму в умеренных количествах. 1-2 фрукта в день вполне безопасны и могут войти в рамки здорового рациона. Помните, что всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, прежде чем вносить значительные изменения в свой рацион. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии.